Приветствую вас, коллеги! Сегодня мы заглянем за кулисы величайшей инженерной драмы 20 века. Представьте, жесткая изоляция, гонка вооружений и необходимость создавать механизмы, превосходящие все в этом мире. Наша тема сегодня – сверхпрочные стали СССР. Это не просто сухая металлургия, это история о том, как человеческий гений обходил законы физики и экономики. Мы пройдем путь от танковой брони до пламени ракетных дюз. И знаете, с чего начиналось это чудо? С того, чего у страны в то время просто не было. В начале 30-х годов молодая промышленность задыхалась. Никель и кобальт, абсолютно необходимые для создания высокопрочных сталей, были в тотальном дефиците. Да, их приходилось закупать за золото. Как же тогда строить самолеты и танки в таких условиях? В 1932 году Всесоюзный институт авиационных материалов получает задачу. Она граничит просто с безумием. Создать сталь мирового класса из того, что у нас лежит с вами под ногами. Ученые Сидорин и Акимов пошли на беспрецедентный риск. И их рецепт оказался гениально прост. Они создали хромансиль, или сталь 30 ХГСА. Название звучит магически, но это чистая химия. Хром, марганец, кремний и 0,3% углерода. Ни грамма дефицитного никеля. Комбинация этих простых элементов дала фантастический результат. Предел текучести взлетел более чем вдвое по сравнению с обычными сталями того времени. Упругость, износостойкость и твердость – все эти показатели просто зашкаливали. Эта сталь стала настоящим техническим шедевром. Но и главное преимущество появилось там, где другие материалы просто трещали по швам. Она потрясающе сваривалась. Благодаря хромансилю советская авиация смогла отказаться от тяжеленных, трудоемких клепанных конструкций. Из этой стали варили лонжероны крыльев истребителей, узлы шасси, элементы бронезащиты знаменитых штурмовиков Ил-2. Сварные швы выдерживали колоссальные переменные нагрузки. Это была настоящая сталь победы. Простая и надежная, как автомат Калашникова. Однако на пути к массовому производству инженеры столкнулись с невидимым разрушительным браком, который грозил сорвать весь выпуск. Целые партии готовых деталей внезапно покрывались внутренними микротрещинами, похожими на серебристые хлопья. Их так и называли – флокины. Какова же причина? Водород, запертый внутри металла, в любой момент такая деталь могла разлететься на куски. Инженеры ломали голову, пока не нашли изящное решение. Горячие заготовки стали погружать в ящики с обычным песком для максимально медленного остывания. Водород успевал уйти, и металл становился монолитом. Но чтобы понять, почему металл вообще бывает прочным, нам нужно погрузиться в микромир. Забудьте о стали как о сплошном куске. Это живой строй кристаллов. Представьте себе идеальные ряды солдат, это атомы в решетке. Если в строю есть лишний солдат, мы называем это дислокацией. Именно движение дислокации заставляет металл гнуться и деформироваться. Если мы хотим сделать сталь сверхпрочной, наша задача запереть эти дислокации, расставить им ловушки на атомном уровне. И первый, самый мощный способ сделать это – подвергнуть металл настоящему температурному шоку. Да, мы нагреваем деталь до 880 градусов и резко охлаждаем ее в масле. Атомы углерода не успевают покинуть решетку железа, они застревают внутри, растягивая ее. Кубик превращается в тетраэдр. Решетку искажает, возникают колоссальные внутренние напряжения, которые намертво блокируют любые сдвиги. Рождается мартенсит, структура невероятной твердости. Но у этого процесса есть страшная обратная сторона, с которой советские термисты боролись тогда, просто каждый день. Да, я говорю про поводки. Когда мы резко охлаждаем деталь, ее части остывают, неравномерно.
Мартенситное превращение увеличивает объем металла. Если один край шестерни уже остыл и немножко подрос, а другой еще горячий, деталь безжалостно искривляет, или, как говорят термисты в производстве, скручивает или крутит. Десятые доли миллиметра кривизны, и механизм уже будет неработоспособный. Искусство инженера заключалось в ювелирном подборе средств охлаждения, полимерных добавок или же горячих масел. Главное было охладить быстро, но не слишком. И здесь мы обязаны развеять один из самых живучих мифов. Многие до сих пор верят в легенду о секретной советской закалке клинков и брони в ртути. Звучит эффектно, ртуть феноменально отводит тепло. Но давайте будем реалистами. Раскаленная до бела сталь в ванне с ртутью мгновенно превратила бы цех в газовую камеру. Кроме того, такой безумный теплоотвод порвал бы металл микротрещинами еще до того, как он остыл. Нет, советские ученые не занимались алхимией. Их реальные секреты были куда тоньше и находились в совсем другой части таблицы Менделеева. Реальной магией были редкоземельные металлы – церий, лантан, неодим. Добавление буквально сотых долей процента этих элементов действовало как хирургическая операция. Они находили в расплаве вредную среду и кислород и связывали их в тугоплавкие шарики, убирая с границ зерен. Металл становился невероятно пластичным и ударопрочным. Именно этот секрет позволил советской технике и танковой броне выживать в критические морозы Крайнего Севера. Но прочность всего объема – это еще не предел. А что, если нам нужна, к примеру, алмазная твердость только снаружи? Ответом стала высокочастотная закалка. Сверхбыстрый индукционный нагрев буквально за секунды раскалял только тонкий поверхностный слой детали. А аустенитное зерно просто не успевало вырасти. При мгновенном охлаждении мы получали деталь мечты. Сверху броня из сверхмелкого мартенсита, которую не берет напильник. А внутри мягкая вязкая сердцевина, гасящая любые удары. Никаких трещин при колоссальных нагрузках. Но советская инженерия шагнула еще дальше. В абсолютную пустоту. Но ты никогда не попадешь в эту пустоту, если перейдешь и изучишь мои видео в закрытом сообществе. Ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии и в описании. Жду тебя. Заходи. Западные технологии часто полагались на жидкие соляные ванны для насыщения поверхности углеродом. Эффективно, но крайне токсично. Советская школа пошла другим путем. Газовая цементация в глубоком вакууме. Отсутствие кислорода полностью исключило так называемое внутреннее окисление на границах зерен. Зубчатые колеса тяжелых машин, обработанные в вакууме, показывали немыслимый предел выносливости. Но все это такие, знаете, приземленные задачи. Настоящий вызов ждал металлургов, когда страна решила покорить далекий космос. Проект «Энергия Буран». Сердце системы двигателя РД-170, мы про него говорили, есть такое видео, кстати, на канале. Самый мощный жидкостный ракетный двигатель в истории человечества, выдающий 20 миллионов лошадиных сил. По габаритам он меньше американского F1, но мощнее его. Секрет в закрытом цикле работы. Давление в камере сгорания чудовищные 250 атмосфер, но самое страшное для металла крылось не в давлении, а в том, какое рабочее тело вращало турбины этого монстра. Турбину крутил раскаленный генераторный газ с огромным избытком чистого кислорода. Температура сотни градусов. В таких условиях любая обычная сталь вспыхивает и сгорает за доли секунды, как сухая бумага. Валентин Глушко требовал от металлургов невозможного. Необходимо было создать сплавы с абсолютной химической пассивностью. Малейший заусенец внутри насоса приводил к металлическому пожару, уничтожавшему двигатель на стенде просто дотла. Требовалось изобрести нечто совершенно новое. Ответом стали
никелевые суперсплавы, такие как ЭП-648. Это сложнейшая архитектура. 50% никеля для жаропрочности, вольфрам и молибден для упрочнения твердого раствора, а титан и алюминий создавали особые твердые фазы. Это дисперсионное твердение не позволяло дислокациям, о которых мы с вами говорили, сдвинуться даже при температурах, когда металл уже светится белым светом. Сплав выдерживал кислородный ад. Но чтобы собрать из него двигатель, пришлось совершить революцию в самом уже производстве. Сложные корпусные детали таких насосов раньше делали из цветных сплавов, но для 250 атмосфер этого было мало. Советские инженеры первыми освоили сложнейшее стальное литье для гигантских узлов турбонасосных агрегатов. Ну а сборка? Она происходила в стерильных условиях. Культура кислородной чистоты была такой, что техники работали в белых халатах, вычищая поверхности до микрона. Но оставалась еще одна нерешенная проблема. Как упрочнить эти сложнейшие детали сложной геометрии, не покоробив их? Классическое затирывание длилось сутками и коробило металл. И тут советская наука применяет ионно-плазменное затирывание. Деталь помещают в вакуум, подают напряжение, и вокруг нее вспыхивает фиолетовый тлеющий разряд. Температура всего 350-500 градусов, никаких поводок и деформаций. Процесс сократился в 10 раз, а токсичный аммиак больше не отравлял воздух. У меня, кстати, есть интереснейшее видео про весь этот процесс, можно посмотреть тоже на канале. Но как эта плазма умудрялась проникать вглубь даже самых стойких нержавеющих сталей без кислот? Секрет физики плазмы. В мощном электрическом поле ионы азота разгоняются до огромных скоростей и буквально бомбардируют поверхность детали. Эта атомная бомбардировка выполняет две задачи разом. Она кинетической энергией выбивает прочную оксидную пленку с поверхности, это называется катодным распылением, и тут же внедряет азот глубоко в кристаллическую решетку металла. Слой получается идеальным, управляемым практически до микрона. Для аэрокосмической отрасли это стало практически спасением. Больше не нужна была химическая депассивация нержавейки едкими кислотами. Ионное затирывание позволяло получать твердые керамические нитриды именно там, где нужно, с сохранением идеальной коррозионной стойкости. Ну и, что очень важно, конечно же, точности всей геометрии деталей. Расход рабочего газа упал на 90%. Это была не просто технология, это был абсолютный контроль над поверхностью металла на атомарном уровне и, конечно же, гениальный прорыв. Мы с вами прошли путь от экономного, но гениального хромансиля до плазменных разрядов и сплавов, покоривших космос. Советское материаловедение не просто решало проблемы дефицита, оно заложило фундаментальную базу физики твердого тела, которой до сих пор пользуется весь мир. Умение понимать металл, управлять атомами и предвидеть нагрузки – это высший пилотаж инженерного искусства. Друзья, я надеюсь, сегодня вы почувствовали ту же страсть к технологиям, которой горели создатели этих стальных легенд. Спасибо вам за внимание и всем добра. Пока-пока.